Когда Чингук вышел в прямой эфир, никто не ожидал попыток минимизировать ущерб. Но через несколько минут атмосфера изменилась. Чат взорвался. Скриншоты распространились, как лесной пожар. И внезапно одно предложение от Ви стало центром бури, которую никто не ожидал. Было ли это недоразумение, оговорка или что-то, чего фанаты никогда не должны были услышать? Сначала выражение лица Чингука говорило больше, чем его слова. Пауза, глубокий вдох. Затем он обратился к этому напрямую, спокойно, но твердо. То, что он сказал дальше, не просто ответило на слухи, оно усилило их. Это была не просто очередная фанатская теория. Это был прямой эфир, без цензуры, и теперь весь фандом был разделен. Тишина после его первого предложения была тяжелее всего, что он сказал. Он не повысил голос. Он не выглядел сердитым. Именно это и усугубило ситуацию. Его тон был сдержанным, почти слишком сдержанным, как у человека, тщательно выбирающего, какую правду раскрыть, а какую скрыть. Думаю, некоторые вещи были неправильно поняты. Этого было достаточно. В считанные секунды комментарии разделились на две части. Одни яростно защищали его. Другие требовали ясности, потому что все точно понимали, о чем он говорит. Неожиданные слова Ви вызвали волну предположений по всему интернету. Заявление Ви не звучало заучено. Оно не звучало стратегически. Оно звучало искренне, прямолинейно. И, возможно, в этом и была проблема. Чингук наклонился ближе к камере, его взгляд был спокойным, но отстраненным, словно он прокручивал момент в голове. Он не отрицал Тэхёна напрямую. Он не обвинял его. Вместо этого он сказал нечто гораздо более опасное, не все сказанное в тот момент отражает всю историю. Всю историю. Эта фраза подожгла все, потому что теперь вопрос был не в том, оговорился ли Ви. Вопрос был в том, какую часть истории упустили фанаты. Он продолжил осторожно, объясняя, что эмоции могут искажать смысл, что контекст имеет значение, что люди вне ситуации могут интерпретировать вещи так, как они никогда не предполагали. Его слова были дипломатичными, но под ними чувствовалось напряжение, едва заметное напряжение в челюсти, пауза перед некоторыми фразами, словно он балансировал на тонкой грани между честностью и защитой. Затем наступил момент, который полностью изменил атмосферу. Я бы никогда не хотел, чтобы его неправильно поняли из-за чего-то неясного. Его, не ситуацию, не проблему. Его. Это не было защитой, это была защита. И вот тогда повествование начало рушиться. Если был конфликт, зачем так решительно его защищать? Если конфликта не было, зачем вообще что-то уточнять? Взгляд Чингука на долю секунды отвелся от камеры, взгляд, полный невысказанных разговоров, таких, какие происходят за закрытыми дверями, таких, которые фанаты никогда не увидят. Он признал, что они разговаривали. Это признание вызвало еще один шок в чате. Да, они обсуждали сказанное. Да, они знали о реакции. И да, по его словам, все уладилось. Но уладилось не всегда значит стало просто. Его голос смягчился, когда он добавил: «Мы слишком много пережили вместе, чтобы позволить одному моменту определять что-либо». Эта фраза прозвучала иначе. Она не прозвучала как попытка отмахнуться от слуха. Она прозвучала как защита чего-то хрупкого, чего-то ценного. Прямой эфир мог бы на этом закончиться. Все было бы чисто, контролируемо, безопасно. Но вместо этого Чингук замялся. Он вдохнул, а затем снова заговорил, на этот раз медленнее. Иногда люди ожидают драмы, потому что это интереснее, чем реальность. Тонкий вызов, не только слухам, но и аудитории. Тем не менее, было одно, чего он никогда не делал. Он никогда не повторял в точности то, что сказал Ви. Он никогда не исправлял это слово в слово. Он никогда полностью не объяснял контекст. И это отсутствие стало самой заметной деталью. Когда прямой эфир подходил к концу, Чингук улыбнулся, но это была не его обычная беззаботная улыбка.
Она была задумчивой, почти усталой. «Доверьтесь нам», – тихо сказал он. «Ни шуму». Затем трансляция закончилась. Никакого драматического прощания. Никакого смеха, чтобы разрядить обстановку. Просто резкий переход к черному экрану, и вот тут-то и начался настоящий хаос. Фрагменты разбирались покадрово. Его паузы анализировались. Его слова обсуждались. Некоторые фанаты почувствовали себя увереннее. Другие почувствовали, что что-то изменилось, не сломалось, а стало уязвимым. Потому что иногда споры – это не конфликт. Иногда это осознание того, что люди, которыми ты восхищаешься, в режиме реального времени переживают сложные эмоции под неугасающим светом прожектора. Последствия не разразились внезапно. Они назревали постепенно. Короткие фрагменты распространялись повсюду, обрезанные до секунд, лишенные контекста, воспроизводимые с драматическими подписями. Его паузы стали доказательством. Его спокойный тон превратился в подавленный гнев. Его защитные слова – в скрытое напряжение. Но произошло нечто неожиданное. Более длинные, необрезанные версии прямого эфира начали набирать популярность. И в эти моменты возникла другая история. Чингук не дистанцировался от Ви. Он, наоборот, привязывался к нему. Каждое уточнение звучало не столько как исправление, сколько как сдерживание не Ви, а той версии событий, которая их окружала. Потому что опасность ситуации заключалась не в одном заявлении, а во времени. Фанаты уже были предельно внимательны, анализируя каждый жест, отсутствие и изменение тона. Когда Ви заговорил откровенно, возможно, даже слишком откровенно, это произвело впечатление на аудиторию, которая уже готовилась к удару. Чингук медленно выстраивал свои объяснения, понимая, что одна неверная фраза может разрушить нечто большее, чем просто слух. «Нет истории, подобной той, которую вы себе представляете», — сказал он. Он не сказал, что ничего не произошло. Он не сказал, что Ви не прав. Он не сказал, что фанаты преувеличивают. Он сказал, что вымышленная история нереальна, что подразумевало, что реальная история существует, просто не та, которая распространяется. Прошли дни. Возмущение сменилось анализом, а анализ – размышлением. Возможно, скандал говорил больше об аудитории, чем о них самих. Возможно, это были просто два человека, которые взрослели под прицелом камер, которые никогда не моргают. Ни один из них не опубликовал ничего сразу после этого. Никаких совместных селфи. Никаких явных заверений. Просто молчание, не враждебное молчание, а намеренное молчание. В стрессовых ситуациях молчание может быть защитой. Отказ позволить личным отношениям превратиться в публичное развлечение. Время шло. Их взаимодействие оставалось обычным. Никакой видимой дистанции. Никаких драматических жестов. Просто привычность, контролируемая двусмысленность. А двусмысленность оставляла место для домыслов, не имея ничего конкретного, за что можно было бы ухватиться. Чингук вернулся к своему графику с заметной точностью. Не отстраненный, просто осторожный. Тем временем Ви публично молчал, наблюдательный, а не реагирующий. Ни один из них не вел себя как человек, находящийся в конфликте. Вместо этого наблюдалась преемственность, тонкая и устойчивая. В конце концов, скандал исчез из заголовков, но остался в памяти как нечто важное. Чингук говорил более вдумчиво о защите того, что важно, не объясняя всего. Ви выражал самоанализ через искусство, а не через объяснение. И, возможно, это и стало настоящим поворотным моментом, не конфликт, а тихо проведенная граница. Этот момент не разделил их. Он обнажил цену публичности, реальность того, что прожектор не просто освещает. Он искажает. Время шло, но эхо той ночи никогда по-настоящему не исчезало. Оно просто изменило форму, от громких споров к более тихому, глубокому осознанию. Публика больше не искала эмоциональных взрывов, а искала закономерности.
и выявленная закономерность была не разрывом, а осторожностью. В последующих интервью Чингук говорил более размеренно. Он не замыкался в себе, но каждое предложение казалось тщательно подобранным. Когда его спросили о давлении, он не жаловался. Он просто сказал, что честность требует подходящего момента, и не каждый момент является безопасным пространством для полной откровенности. Заявление звучало просто, но для тех, кто помнил прямую трансляцию, его смысл казался многогранным. С другой стороны, Ви не дал прямого разъяснения. Тем не менее, его последующие работы продемонстрировали более глубокий, рефлексивный тон. Тексты песен затрагивали восприятие и реальность, визуальные образы играли с тенью и светом, а концепции казались личными, но не выражались прямо. Он говорил не через объяснение, а через самовыражение. Многие наблюдатели начали замечать то, что раньше упускали из виду: не всякое молчание означает дистанцирование. Иногда молчание – это форма понимания. В нескольких публичных выступлениях их небольшие взаимодействия казались естественными, непринужденными, не направленными на доказательство чего-либо. Именно потому, что они не были драматичными, эти моменты казались более убедительными. Тем не менее, любопытство публики никогда полностью не угасало. Один и тот же вопрос постоянно всплывал в разных формах: если все уже решено, почему бы не объяснить это открыто? Почему выбирают неполноту вместо полной прозрачности? Ответ, который постепенно вырисовывался, исходил не из официальных заявлений, а из поведенческих моделей. Они не пытались стереть момент. Они также не возвращались к нему. Они позволили ему стать частью пути, а не его центром. Такой подход изменил то, как публика понимала события. Споры перестали восприниматься как конфликт, а стали восприниматься как граница между публичным и частным пространством. Со временем интерпретация начала меняться. Фанаты, которые раньше искали определенности, стали принимать неопределенность. Они поняли, что зрелые отношения не всегда требуют публичных доказательств. Существуют динамики, которые не теряют своей силы просто потому, что остаются необъясненными. Однажды Чингук заговорил о доверии. Он не упомянул конкретный инцидент, но сказал, что истинное доверие не требует объяснений каждого момента. Доверие, по его словам, это способность понимать, что некоторые истории не предназначены для того, чтобы ими делиться со всеми. Это заявление не вызвало сенсации, но оставило глубокое впечатление. Между тем, в коротком интервью Ви выразил мнение, что рост часто незаметен для окружающих. Он описал самопонимание как тихое путешествие, которое редко выражается словами. Заявление не относилось ни к кому напрямую, но его резонанс был широким. Некоторые наблюдатели за поп-культурой начали обсуждать это событие как исследование взаимосвязи между публичными фигурами и коллективным нарративом. Они подчеркнули, как одно предложение, оторванное от контекста, может превратиться в сложную, сконструированную историю. В этих анализах фокус сместился с того, что произошло на самом деле, на то, как смысл формируется массовой интерпретацией. Со временем этот момент превратился из спорного в отсылку. Не отсылку к конфликту, а отсылку к тому, как общественное давление формирует коммуникацию. Это стало напоминанием о том, что каждое слово, произнесенное публично, влечет за собой последствия, которые не всегда можно контролировать. Однако наиболее значительные изменения произошли в том, как слушала аудитория. Фанаты стали обращать внимание не только на то, что говорилось, но и на то, как это говорилось, и даже когда ничего не говорилось. Это новое осознание создало пространство понимания, которое стало более сложным, хотя и не более простым. В какой-то момент обсуждения события перестали фокусироваться на них двоих, а сосредоточились на самом ожидании. Почему публика ожидает полной прозрачности от публичных деятелей? Почему неполнота воспринимается как нечто, что должно быть заполнено домыслами? Эти вопросы открыли более широкое осмысление взаимосвязи между приватностью и популярностью. Со временем стало ясно, что событие ничего не остановило. Деятельность продолжалась, работы развивались, взаимодействие оставалось. Если и были изменения, то они были внутренними, неочевидными, но ощутимыми в том, как они ориентировались в публичном пространстве.
Некоторые наблюдатели предположили, что этот вечер стал не точкой конфликта, а точкой зрелости. Не потому, что возникла проблема, а потому, что способ ее решения выявил четкие приоритеты. Защита отношений, защита смысла и защита границ стали важнее, чем удовлетворение общественного любопытства. В конце концов, остался не ответ, а понимание. Понимание того, что не у каждой истории есть устное разрешение. Некоторые истории заканчиваются продолжением, а не завершением. Некоторые динамики остаются сильными без публичного определения. И, возможно, в этом и заключается суть всего события. Не то, что происходило за кадром, а выбор не превращать каждый момент в повествование для публичного потребления. Выбор позволить части опыта остаться только их. Теперь, когда событие вспоминается, оно уже не несет в себе того напряжения. Оно стало частью более долгого пути, напоминанием о том, что за кулисами происходит человеческий процесс, который не всегда можно перевести в официальные заявления или полные объяснения. Тишина, которая когда-то порождала предположения, теперь ощущается как передышка. Не пустота, а пространство, где смысл не нужно немедленно понимать. Пространство, где отношения не нужно доказывать словами. И поэтому история не заканчивается драматическим откровением или окончательным разъяснением. Оно продолжается в более спокойной форме, благодаря последовательности, благодаря выбору двигаться вперед и благодаря осознанию того, что не каждую правду нужно объявлять публично, чтобы она оставалась подлинной.